you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новую вторую версию динамических полноразмерных наушников от компании Civica стоимостью $197. И приходят эти наушники в привычной большой коробке, где на лицевой части нас встречает все та же иллюстрация самих наушников, логотип компании и название этой модели SV021 Pro. Но тут важно не запутаться, потому что перед нами уже новая версия V2. Хотя оформление коробки тут осталось абсолютно таким же, как и у первой ревизии. Я надеюсь, что вы помните, что около 3 месяцев назад я вам рассказывал о первой версии SV021 Pro. Однако после ее выхода компания получила немало различных отзывов как от обзорщиков, так и просто от каких-то обычных пользователей. И в итоге производитель пришел к тому, что финальная настройка звучания наушников не соответствовала тому результату, который они хотели получить изначально. И именно поэтому и была выпущена вот эта обновленная версия SV021 Pro V2. При этом технически эти наушники практически не изменились. И за звук здесь по-прежнему отвечает 50-мм динамический драйвер с алюминиевой диафрагмой, а чувствительность составляет 106 дБ, сопротивление 45 Ом. И по сути основные изменения здесь коснулись именно настройки, и производитель оптимизировал демпфирующие материалы и вентиляционное отверстие, чтобы добиться уже такого более сбалансированного и, на мой взгляд, правильного звучания. Ну а что же из этого получилось на практике и насколько сильно новая версия отличается от предшественника и самой первой версии SV021, вы узнаете в этом обзоре. Ну а сейчас давайте рассмотрим комплектацию. Наушники. Кабель с коннекторами 3,5 мм и обычным штекером на 3,5 мм джек. Переходник с 3,5 мм на 6,35 мм. Ну и фирменный мешочек для хранения наушников. Эти наушники довольно небольшие, весят они 289 грамм и имеют полностью закрытый тип конструкции. Чашечки здесь у них, понятное дело, никак не поворачиваются, но выполнены из натурального дерева породы бук, а на лицевой части располагается логотип компании. И знаете, друзья, я могу вам точно сказать, что именно в этой расцветке они выглядят прям заметно интереснее и привлекательнее. По крайней мере, на мой вкус, вот эта версия точно смотрится вживую уже намного дороже и эффектнее. Ну а само основание чашек здесь все такое же металлическое. И именно здесь располагается разъем 3,5 мм для подключения кабеля. А также не забываем, что вот здесь у нас находится акустический вентиляционный порт, который дополнительно был защищен металлической сеточкой. Ну и оголовье у них тут без каких-либо проблем все так же регулируется под абсолютно любой размер головы и имеет очень четкую и надежную фиксацию с характерным щелчком. Ну а здесь сверху используется мягкая кожаная накладка с логотипом компании и аккуратной прострочкой, а с внутренней стороны применяется уже знакомый нам всем крайне приятный на ощупь вельвет. Ну и амбушюры здесь достаточно упругие, были выполнены из кожи с перфорацией на внутренней части и использованием вельвета, поэтому ощущаются они очень приятно и отлично подходят для прослушивания без какого-либо дискомфорта на длительное время. Ну а теперь, друзья, давайте наконец-то поговорим о том, как звучит новая версия этих наушников. И для сравнения этих наушников я решил взять самую первую версию Civica SV021, которую я обозревал примерно месяц назад. И вам, наверное, сейчас интересно, а почему я сравниваю именно с ней? Да все потому, что, друзья, сравнивать новую, вторую Pro-версию с первой ревизией Pro я, если честно, смысла вообще не вижу. Все-таки новая версия звучит по всем моментам намного лучше. И это становится понятно буквально с первых минут их прослушивания. В новой ревизии звук стал более сбалансированным, более естественным и тембрально правильным. И если раньше в подаче присутствовал определенный
уклон в середину и некоторую затемненность и интимность звучания, то теперь создается ощущение, что наушники наконец-то нашли тот самый необходимый баланс. Они звучат чище, прозрачнее и при этом намного гармоничнее. И самое главное, что музыка теперь воспринимается куда более свободно и естественно, и без ощущения, что какой-то диапазон пытается постоянно перетягивать внимание на себя. Но что меня удивило еще больше, так это сравнение с самой первой оригинальной версией SV021, потому что разница между ними тоже слышна очень хорошо. И новая Pro версия уже не пытается впечатлить вас каким-то огромным количеством мощного баса или дополнительной яркостью на высоких частотах, а наоборот здесь создается ощущение, что производитель сделал шаг в сторону более взрослой и, на мой взгляд, гораздо правильной настройки, без того самого провала в нижней середине, и за это от меня однозначно респект. И хоть баса здесь стало немного меньше по количеству, однако его качество заметно выросло, и теперь он ощущается более собранным, более контролируемым и намного лучше вписывается в общую картину звучания. И теперь тут вообще нету такого ощущения, что низкие частоты постоянно пытаются выйти на первый план, а наоборот они здесь работают именно на музыку и удовольствие от прослушивания, сохраняя хороший фундамент, приятную насыщенность и отличную глубину сабаса. При этом мидбас в новой версии стал заметно чище, текстурнее и информативнее, за счет чего различные басовые партии в электронике, хип-хопе, джазе, да даже в металле и роке читаются намного легче, а сами низкие частоты воспринимаются более естественно и даже в какой-то степени более благородно. Но я должен отметить, что больше всего изменения затронули средние частоты. И вот именно середина теперь, на мой взгляд, стала главным преимуществом новой версии. Вокал теперь воспринимается намного естественнее и натуральнее, голоса получили больше телесности, стали звучать более живо, эмоционально и убедительно, но при этом без какой-либо лишней резкости или окраса. И если сравнивать с SV021, то сама середина стала заметно более открытой, информативной и прозрачной, с большей плотностью, за счет чего инструменты также лучше разделяются между собой, легче считываются какие-то различные нюансы исполнения, а характер записи в новой версии передается намного убедительнее. И именно благодаря этому музыку становится банально интереснее слушать. Но что меня удивило еще, так это то, что высокие частоты тоже были заметно переработаны. Они стали более ровными, более детальными и лучше проработанными, поэтому наушники уже не воспринимаются такими яркими, как SV021, ну и не уходят в темноту, как первая Pro версия. При этом детализация и техничность тут никуда не исчезла, а наоборот все мелкие нюансы, различные послезвучия и микродетали слышны отлично. Просто теперь все это подается намного аккуратнее и комфортнее, как и должно быть на грамотно настроенных наушниках. И именно благодаря этому звук воспринимается уже более цельным и значительно менее утомительным при длительном прослушивании. Ну а звуковая сцена тоже стала заметно лучше практически по всем параметрам. Появилось больше воздуха и свободы между инструментами, сцена ощущается теперь шире и глубже, ну а сама музыкальная картина стала намного просторнее и легче по восприятию. И если первая Pro версия иногда могла звучать как-то немного плотновато и собрано, то здесь звук буквально раскрылся во всей красе без каких-то ограничений, за счет чего инструменты располагаются увереннее, локализация стала точнее, ну а различные образы в пространстве воспринимаются более отчетливо и даже лучше, чем у SV021. И именно за счет этого появляется ощущение такого более дорогого и реально взрослого звучания, с действительно очень правильной, широкой и хорошо организованной сценой, с буквально превосходной локализацией для наушников закрытого типа. И если честно, я даже не знаю, что мне здесь еще добавить. И на мой взгляд, теперь, ребята, здесь все прям отлично. Ну и в итоге я пришел к тому, что Civiga SV021 Pro V2 это именно те наушники, которые лично я бы хотел увидеть в момент выхода первой Pro версии. И на мой вкус в новой версии удалось добиться правильного и буквально идеального баланса между музыкальностью, комфортом и техническими возможностями. Они звучат очень взросло, цельно и приятно, а с учетом качества их сборки, внешнего вида и общего уровня звучания, то я бы без каких-либо сомнений назвал их сейчас одними из самых интересных полноразмерных закрытых наушников в этом бюджете. Поэтому от себя, друзья, могу смело вам рекомендовать их к покупке, поскольку
поскольку теперь, ребята, это совсем другое дело. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.